Друзья, если вы хотите купить себе новый автомобиль, вам больше не нужно бегать по дилерам, узнавать у кого какие есть машины в наличии, какие скидки, спецпредложения и так далее и тому подобное. Вам достаточно просто перейти на сайт autospot.ru, ссылку на который я оставлю в описании. На его площадке собраны все проверенные дилеры, причем география всегда расширяется. Посмотрите, может быть, уже и ваш город есть на автоспоте. Заходя на этот сайт, вы видите сразу же все наличие, все комплектации, которые вам доступны, все скидки и акции, промо-акции. В общем, огромное количество самых выгодных и самых проверенных предложений. Более того, у них появилась клиентская служба, которая может помочь вам выбрать конкретного дилера, который удовлетворит именно вашим пожеланиям, или поможет вам просто с выбором автомобиля. В общем, Автоспот — это прекрасный сервис, ссылку на который я оставлю в описании. Итак, друзья, мы находимся в Евроавто, мы продолжаем строить наш адовый корч из ВАЗ-2108 на V8 от Audi с заднемоторной компоновкой. Нет, со среднемоторной получается. У нас мотор относительно задней оси еще в базе. В общем, заднеприводная машина с мотором позади водителя. В прошлой серии мы сделали некий каркас, который собирает воедино всю нашу салонную часть кузова, потому что, ну, вы понимаете, что такое вазовское железо. Конечно же, с таким мощным мотором просто так бы это все не справилось. Его бы скрутило, свинтило и так далее и тому подобное. Поэтому мы все усилили. Если вы не видели предыдущую серию, обязательно посмотрите. Мы там все подробно объясняем, как это все делается. Наверное, правильно даже сделали. В этой серии мы уже будем собирать воедино нашу подвеску с мотором, с коробкой, делать какую-то конструкцию, присоединять ее сюда. И самое главное, в этой серии мы должны выкатиться из сервиса. Сделать каркас в салоне было на самом деле очень просто, а вот обвязать все сзади намного сложнее, потому что здесь очень много подвижных элементов, которые геометрически нужно очень четко выставить относительно друг друга. В прошлой серии я вам уже говорил, что нам повезло с подрамником, который намертво соединяет и коробку, и двигатель, и нижние рычаги. Это очень существенно нам облегчает нашу задачу. Тем не менее, все равно вот эта верхняя точка вот этих рычагов, она гуляет где-то в воздухе, причем рычага у нас здесь два, и нужно это как-то собрать. Опять же, это Audi, здесь очень много всяких плюшек, фишек, которые нам понадобятся. Вот это вот верхняя чашка от Audi A8, прямо заводская, и она съемная, то есть это элемент съемный, и на ней же сразу же два крепления наших рычагов. То есть мы устанавливаем два рычага на стандартные места, и все. И из всей конструкции, вы смотрите, у нас двигатель, коробка, кулаки держатся на 4 рычагах каждый, но когда мы все соединяем с заводскими вот этими всеми соединениями, по факту нам нужно обвязать всего лишь 3 точки. Это наш подрамник и 2 стакана. Вы представляете, у нас многорычажная подвеска, а обвязка ее вообще элементарная, проще, чем Макферсон обвязать. Но у нас есть проблемки. Проблемка заключается в том, что наш трубчатый каркас сделан из сталюги, а вот эта вот чашка, как и в принципе кузов Audi A8, сделан из алюминия. То есть мы не можем вот это вот приварить к нашему каркасу, а было бы очень замечательно. И мы начали гадать, как нам это лучше сделать. Мы даже призвали великого сенсея Ивана, Джаггер Гараж, вы все его знаете, он академику строит проекты, он на этом собаку съел, он знает, как строить пространственные рамы и так далее и тому подобное. Он пришел, спасибо ему огромное, нас долго консультировал, объяснял азы вот этой всей постройки. Мы суммировали его советы с нашими знаниями в области болтосвара, начали что-то изобретать, но нас опередили ребята из Евроавто. Они уже все изобрели, пока мы тут голову чесали. Они придумали гениальнейшее решение, которое нам очень нравится за счет его простоты. Смотрите, вот эта вот часть лонжерона Audi A8, вот эта вот чашка алюминиевая вставляется сюда и крепится на болты. И ребята придумали просто сымитировать вот эту часть лонжерона отдельным листом железа. Опять же, мы не могли отсюда заводскую часть вырезать, куда-то приварить, потому что она тоже алюминиевая. Алюминий приваривать к сталюге как, ну, не очень, наверное, хорошо все-таки. И они просто заменили ее листом железа. Это же вот гениальность инженерного ума заключается в том, чтобы простыми способами решить сложную задачу. Имея вот эти вот чашки уже в сборе с обеих сторон, мы можем выстраивать примерно геометрию. Как мы это будем делать? У нас есть опять же кусок лонжерона, у него осталось крепление вот это вот на подрамник. То есть мы можем приложить лонжерон сюда на подрамник и примерно понять, где эта чашка относительно мотора существовала. Итак, друзья, мы установили лонжерон, примерно его выставили, как он стоит по заводу относительно нашего подрамника. И на нем сейчас у нас закреплен наш стакан, вот эта вот съемная деталь. Сейчас мы при помощи вот этой высокоточной нанотехнологичной кастомной детальки закрепим это вот внутри и к ней приварим распорки и приварим эту конструкцию к нашему подрамнику. Чтобы удалить
лонжерон, а чашка осталась на месте. После того, как мы возвели временную конструкцию, держащую нашу первую чашку, нам предстояло максимально точно отзеркалить точки крепления для второй чашки. Для этого мы построили специальный каркас над силовым агрегатом. Все его стороны и диагонали высокоточно промерялись на каждом этапе строительства, чтобы не допустить кривизны. Затем на наш каркас была уложена амалогированная поперечина, от которой к чашке были спущены специально разработанные лапки. Замерив положение лапок в пространстве, мы перенесли эти данные на противоположную сторону конструкции. К зафиксированным специальным методом лапкам прикрутили вторую чашку и возвели под ней все те же временные крепежи. Итак, друзья, мы установили наши стаканы на места. Все оказалось намного проще, чем мы думали. Зря мы боялись. Все выставлено с помощью специальной кузовной рулетки. И даже в качестве фаталити наши вот эти все размеры прошли пальчиковую проверку успешно. Поэтому 100% все установлено правильно. Надеюсь. В общем, первый выезд скоро покажет. Дальше мы будем это все дело обвязывать. Сейчас вот достанем трубогиб, трубы и будем их гнуть, приваривать и как-то совмещать вот эту вот часть с той. На первый взгляд все просто. Гни, пили, гни, вари. Но нужно было сделать все по уму, ибо геометрия наука точная, физика важная, а история помнит героев. Нам нужно было обвязать стаканы, сняв с них максимум нагрузки, распределив их парами. В этом вопросе необходимо просчитать все вектора сил, моменты и даже скорость свободного падения уранового лома при атмосферном давлении ртути на стол. Каждая труба приваривалась к конструкции не просто так. Они нивелируют силы тьмы, пытающиеся увести стакан из его правильного геометрического положения. При этом сама рама тоже должна была оказаться настолько сильной, чтобы не согнуться под натиском V8, но не такой тяжелый, чтобы V8 отказался выходить на работу. Всего за пару часов трубогнутия и 3 часа болтосварки наша рама была готова, но в ней еще были непроваренные щели, из которых дуло безнадежностью. Тут-то мы и воспользовались тем фактом, что рама у нас крепилась к кузову на болты. Да-да, болты — это ход, продуманный на несколько шагов вперед, а не просто на всякий случай прикрепим на болты, чтобы можно было все сделать заново. Мы сняли раму, уронили ее на пол и все намертво проварили, усилив некоторые места косынками. После всех наших процедур наша рама оказалась в покрасочной камере, ребята ее покрасили. Пока она снята, это нужно было сделать, потому что можно прокрасить все внутренности. Да, рама еще не полностью готова, еще будет кое-какие вещи довариваться, но те вещи будут довариваться снаружи, и мы сможем их локально подкрасить уже на месте. Пока что она снята, нужно было пользоваться моментом, плюс они промазали герметиком все наши основные вот эти вот швы, особенно что касается крепления по низу, все усилено косыночками и так далее и тому подобное. Посмотрите, как она классно выглядит. То есть это самая лучшая часть проекта. Вот эта рама, она выглядит, несмотря на то, что мы никогда не строили раньше рамы, она выглядит хорошо. Я вот переживаю, как бы это ни закончилось, как в каше из топора. Только вместо топора у нас восьмерка, потому что рама без восьмерки выглядит намного красивее, чем рама с восьмеркой. Восьмерка наша портит весь вид. Возможно, мы с этим что-то сделаем, но не хотелось бы, конечно, отступать от общей концепции проекта, хотя нам не впервой. И самое главное, пока мы таскали раму туда-сюда, мы поняли, в чем ее главное преимущество. Вы посмотрите, я могу ее поднять без проблем одной рукой. Зад автомобиля я бы так ни за что не поднял. Сейчас мы это все дело устанавливаем на место и заканчиваем последний штрих, который нам нужен для того, чтобы машина полностью стояла на своих колесах. Итак, друзья, мы вытащили раму из покрасочной камеры, она полностью высохла, и мы ее пристегнули к нашему основному кузову. На удивление, ее не повело. Мы очень боялись, что когда мы ее начнем проваривать, металл немножечко поведет, согнет немножко, и на свои места, как изначально варилась рама, она уже не встанет. То есть у нас здесь 8 точек крепления и болтов, и здесь суммарно 4 точки. Но нам повезло, рама встала на... Что значит повезло? Мы так и планировали. Рама встала на место, все четко, каждое отверстие совпало, и при этом она полностью проварена, полностью готова. Нам нужно устранить абсолютно ненужную теперь функцию поворачивания задних колес. Что мы для этого будем делать? Мы взяли рулевые наконечники и рулевые тяги, поставили на стандартное место. И вот здесь вот, по идее, между этими тягами должно быть тело рулевой рейки. Но рулевая рейка у нас больше здесь не нужна, поэтому мы просто сделаем трубу, которая будет заканчиваться гаечками, которые будут сюда вот навинчиваться. При этом у нас заводская настройка схождения. Следующая наша проблема связана со стойками. Спереди у нас больше нету мотора и коробки, соответственно, стойки, радостно скрипя пружинами, отправились куда-то в космос перед задром. То же самое у нас с задней частью автомобиля, потому что наша рама легче, чем перед Audi A8. Соответственно, все в каком-то крайнем верхнем положении. Как это решить? Спереди будет применено классическое решение для АвтоВАЗа
болгарка. Мы отпилим просто несколько витков пружины. Сзади так не получится, потому что верхний и нижний виток, они меньшего диаметра, чем вся остальная пружина. Соответственно, если мы что-то спилим, в чашку мы уже не попадем. Поэтому сзади были подобраны пружины от другой модели просто. По-моему, от Яриса мы поставили, и машина уселась вниз. Кто хотя бы раз занимался профессиональным тюнингом тазов, тот знает, что самый главный вопрос настройки передней подвески — сколько пилить витков. Мы решили пилить по чуть-чуть. Сначала отпилили всего 2 витка, собрали все обратно высоко, отпилили еще один виток, стало нормально. Аналогичную процедуру мы сделали и с другой стороны, отпилив сразу 3 витка, как показал наш эксперимент с противоположной стороны, и машина сразу приняла нормальный вид. Теперь, когда машина была полностью способна к самостоятельному передвижению в пространстве при помощи грубой физической силы, пришло время выкатываться из ангара и ехать на стенд развала схождения. Для нашего конструкторского бюро это был самый ответственный шаг, ибо стенд покажет, кто здесь кривой. Мы боялись, что датчики укажут на кривизну конструкции и разность колесной базы по разным бортам транспортного средства, хотя, надо заметить, ничего не предвещало подобных проблем. Первые проблемки не заставили себя долго ждать. Искусственный интеллект не смог постичь высот наших умов и не понял, какую базу мы загнали на платформу. Не имея ориентиров, мы выпытывали из глупого компьютера информацию по передней и задней оси отдельно, полагаясь на свой личный опыт и ум. Если по передней части авто у нас не возникало никаких вопросов, ведь там все было практически по заводу, исключая регулируемые рычаги, которые мы, конечно, настроили на боевой кастер, то по задней части были вопросы. Больше всего мы боялись, что у нас окажется разный развал, ведь несмотря на минимальную погрешность нашей рулетки, в своих вычислениях положения стаканов мы пренебрегли кривизной земного шара. К всеобщему удивлению, развал задней оси оказался практически идеально симметричным и весьма боевым. Мы сразу настроили схождение, вывели общие показатели на экран. Наша рама получилась ровная, настолько ровная, что многие прули из Владивостока и BMW из Литвы могут ей позавидовать. Итак, друзья, ровно 2 месяца назад мы привезли в этот сервис обрубок от девяточки. Плюс там у нас был перерыв, плюс новогодние праздники и так далее и тому подобное. В результате, мы реально в очень короткие сроки построили конструктив автомобиля полностью. Он готов, и он прекрасен, и он технически правильный. И развальный стенд нам показал, что мы все сделали очень четко. Знаете почему? Да потому что это E-Link Show, сука, привыкайте, теперь здесь будет все именно так. Лампу мы построили бы за полгода, я думаю, управились бы. Помимо того, что это все сделано очень грамотно, оно и выглядит шикарно. Нам осталось сделать что? Значит, нужно привести в порядок перед машины. То есть на АвтоВАЗ там есть всякий тюнинг, не тюнинг и так далее. Какие-то бампера, губы, что-то с оптикой, может быть, сделаем, может, что-то необычное сделаем, пока не знаю. Это все будет уже на финальном, наверное, этапе. Нам нужно еще салон сделать, потому что сейчас там табуретка стоит какая-то. Нужно ковши поставить, облагородить все. Также нужно решить вопрос с колесами, потому что эти 2 колеса, они от батона, нужно на батон их вернуть, потому что мы его разыгрывать будем. Спереди у нас тоже какая-то узенькая неправильная резина. И останется еще сделать чехол над нашей вот этой конструкцией, чтобы стилизовать все под Формулу-1. И спойлер нужен огромный. В общем, пишите свои какие-то предложения касательно внешности автомобиля, салона его в комментариях. В следующей серии мы будем делать уже электрику, собирать это все воедино, подключать мотор и делать первый выезд. Это будет происходить уже в следующем сервисе с Евроавто. В рамках этого проекта мы прощаемся. Огромное спасибо парням, которые здесь работают, за их старания, труды, за какие-то идеи и быструю и четкую, неведомую доселе работу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждите следующих наших проектов, следующих серий по этому проекту. Увидимся!